В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. И всем снова здравствуйте. Все еще 20 июля у нас на дворе. И все еще баннер-конструктор манит на свой тусклый, плохо пахнущий свет. Хотя для кого-то это оазис исполнения желаний. Надеюсь, в этот раз мне повезет. Я нахожусь не на своем аккаунте. Здесь у нас аккаунт Данкмастера. Привет еще раз. Спасибо за контентик, за то, что дал мне покрутиться у себя. Итак, рейтинги воронки. У нас здесь лидирует Шмальянс. Шмальянс. И сколько у нас здесь? Тареси уже плюс 5, Анализис плюс 2, то есть тут вообще все здорово, все замечательно. Но не все так плохо, так как у нас здесь 4-й в Таресии бьют не то чтобы много, с 5-й тоже немного, то есть пытаются, но получается плохо. И вчерашний рейтинг здесь у нас топ-10 заканчивается уже на 600 миллионов. Причем Таресия плюс 3, да, но урон достаточно низкий. То есть вариант здесь забраться в топ-5, допустим, я думаю, что есть. Тем более, что Данкмастеру я откручивал Анализис, когда она была еще, да, доступна. Баннер у нас был, и так повезло, что 3 копии целых упало. Ну, вместе с гарантом. То есть здесь потенциал отличный. У него здесь для выбора школ не то чтобы много вариантов. Здесь нету кульвиды, хотя есть Настенка и кукла. То есть уже хороший состав второй, да. Осталось кульвиду добрать, допустим. Также имеется Билдель. То есть если мы доберем сову, то уже и 3-я будет команда неплохая. И я думаю, что здесь приоритет лучше ставить на нее. То есть ей пробуждение второе сделать хотя бы для начала. А уже затем пытаться выбить какую-нибудь кульвиду там, либо сову, посмотрим. Может быть, кстати, кульвида упадет до гаранта. Ну и тем более, что это у нас баннер-конструктор. Знаем, как здесь падает плохо, да, и крутим мы его чаще всего из-за того, что хотим попробовать выбить какого-то эксклюзивного героя поддержки. Ну, конечно же, здесь речь про Мааштура. Довольно-таки ценный герой для неустрашимых. Поэтому мы здесь выбираем Ауру и неустрашимых. И кого же мы здесь почитаем? Куклу я уже читал, правда, не выложил еще видео, поэтому ее мы пропускаем, а будем читать, получается, кульвиду. Кстати, если вы не знаете, у нас там в Телеграме от разработчиков сейчас идет какой-то конкурс, да, там нужно угадать по эмодзи, о каком персонаже речь. И у нас там есть один вариант, где привидение, ворон и, собственно, молния. Это у нас кульвида, она у нас призрачный ворон. И не совсем, да, понятно почему. Я надеюсь, что сегодня, почитав биографию, мы узнаем. Ну и прежде чем начинать, давайте кинем монетку на удачу. Я уже здесь даже ее подготовил. Здорово, Белочка. Здорово, коллега. По отсутствию кайфа. Так вот, у нас здесь кто? Защитник племени Даин. Племя явно такое, бедствует племя. Итак, поехали. Под затмившей небо стаи воронов кульвида выписывала шаги под аккомпанемент стонов. Взмахивая... О, ничего себе, неплохое начало. Я понимаю, что Настенка, она как бы там от пробуждения не особо-то дуреет, да, от прикормки от такой. Ну, и то есть, если одна копия есть, этого достаточно. Но, по-моему, Данкмастера артефакта не было, ну, пускай будет, почему нет. Ну, неплохое начало, на самом деле. Я даже тут запнулся. Придется заново начинать. Ну, здравствуйте, мадам Настенка. Что у нас тут про вас? Черный клюв. А что у вас клюв-то черный? Ну что, умыться надо с утра, я не знаю. Ну как бы, кстати, у него ноги грязнее, чем у Лорентиля. Я раньше не замечал, да и с руками какие-то вот лазит, куда-то ковыряется. В носу, что ли, ковырялась? Ай-яй-яй. Ну что ж, отличное, мне кажется, начало. Но давайте ко мне, пожалуйста, Мааштура заверните. Итак, давайте заново, потому что я что-то сбился, уже потерял нить повествования. Под затмившей небо стаи воронов кульвида выписывала шаги под аккомпанемент стонов, взмахивая косой и одну за другой отсекая конечности своей добычи. Ух, какая кульвида у нас оказывается кровожадная. Умоляем, прикончи нас, поскорее, поскорее, ха-ха-ха. Слишком уж скучно это. Страх жертв лишь распалял ее, а в ее смехе переплетались холодная отстраненность и безумие. «Довольно, кульвида!» — вмешалась Премца. «Хозяин не желает привлекать лишнего внимания». «И что с того? Премца, не пытайся заставить сумасшедшую неукоснительно следовать правилам». Лезвие косы скребло по костям и плоти, а она дегустировала страх своей добычи, словно пригубив самый изысканный нектар. Да, не знал, что кульвида настолько все с ней плохо. Тут с головой, мне кажется, серьезные проблемы. Причем она же как бы не механическая, то есть можно было бы списать там, что у нее какая-то программа, там еще что-то. Нет, она вроде бы живая, но при этом чеканутая. Ладно, продолжаем.
Кульвида с рождения относилась ко всем правилам с презрением. В ее мире не существовало понятий правильно или неправильно, лишь нравится и не нравится. А уж тем более ее не могли сковывать какие-либо уставы или постановления. Ну и здесь у нас не сковывающий себя Таривол. Правда, долго разгоняется, но вполне себе как раз таки с Настенкой поиграет какое-то время, пока не появится Кульвида. Ну либо в тех случаях, когда у нас возможность есть играть в 4DD. Ох, еще и Элип. Даже дубль. Интересно. Ну, Эльп бесполезный пока что, абсолютно. Ну, есть и есть, ладно. Так, но все-таки продолжаем. На том испытании клана Рискерносов все предписания были для нее не более чем скучным фоном, лишь бы достичь конечной победы. Любые средства были хороши. И вот она уже метнула отравленный клинок в соперника на утесе впереди, но в следующее мгновение коса прочертила в воздухе точную дугу возмездия. И ее мир был разорван на абсолютные черно-белые половинки. Кульвида в оцепенении смотрела на свои руки, еще недавно сжимавшие ярмо кратчайшего пути, а теперь безвольно лежащие в пыли. Правила не терпят осквернения. Голос посредницы Настенки был ровным, как ее взгляд, без единой морщинки. В бездне отчаяния ее нашел культ Пенультимы. Шепот из иных миров сулил ей не спасение, но силу за гранью воображения. Она сама устремилась в объятия хаоса, принеся себя в жертву безмолвным богам. Ледяную косу вживили в ее обрубок, и в муках плоть срослась с металлом. Нервы, кости. Но что значила боль? Она готова была на все, чтобы стать сильнее. Рано или поздно она ввергнет тот воплощенный догмат, тот высший порядок в свинцовый водоворот мук, сплетенный ее руками. Под затмившее небо стаи воронов Кульвида отбивала такт, записанный стонами. Ее алые очи неотрывно следили за горизонтом. А здесь у нас неотрывно следит, правда не знаю, что она там видит, сквозь вот эти вот дырочки, Судха, да, штормовой генерал. Дослужилась. Ну, пускай будет, учитывая, что аккаунт новичковый. История Кульвида закончена. Такая кровожадная у нас Кульвида, которая вообще как бы цели не имеет в жизни, да, кроме как сеять боль, страдания. Опа. И давайте докрутим дальше, что у нас здесь немножечко осталось. Да, хорошее было начало, но как-то вот все. На этом у нас веселье, фарт закончился. Даже рандому не понравилась история Кульвиды. Слишком уж она оказалась такая мерзкая. Что у нас здесь? Очередная легендарка Линкас. Ну куда ж без Линкаса? Линкас, да. Линкас у нас компанейский чувак. Любая движуха, он сразу там, со своей бринчалкой. Памс. На остаток тут уже докручиваем. Хотя бы что-нибудь еще упало, было бы вообще замечательно. Было бы вообще классно. Ну нет, ну не Гаррет же. Что-нибудь полезное. Гаррет — это у нас бесполезное существо. А вот и закончились наши апельсинчики, да. Ну, доберем. Ой, кого я тут докупаю? У нас же здесь вот заначка есть. Так, ну я так понимаю, докручивать не придется. Хотя часто вот на эти докручивания, ну как часто, на самом деле не часто, кому-то часто, мне очень редко на эти докручивания попадают именно эксклюзивные герои, да. Ну то есть удачливые варианты. Нет, здесь у нас не хватило базового количества. И снова не хватило, и снова добираем. Ну хотя бы так, хотя бы небольшими потерями. Что у нас здесь? Шахла, понятно. Ну, как бы не то чтобы прям хорошо открутились, да, хотя, когда одна хотя бы эксклюзивка, любая вообще, падает до гаранта, это уже повод не расстраиваться. Настенка, тем более здесь артефакта не было, да, здесь будет полезно. Так, ну а добрать здесь по-хорошему можно было бы Кульвиду, да, чтобы собрать полноценную команду, но учитывая, что Маштура нету, я бы не стал этого делать, так как у нас идет приоритет на Таресию. Тем более, когда аккаунт новичковый и доната там, ну, не сильно много, приоритет надо отдавать ей, чтобы была одна сильная команда. А уже остальные собирать по остаточному принципу. Все-таки здесь у нас, ну, такая команда универсальная, которая везде показывает хороший результат. И если есть анализис, то ее собрать довольно-таки легко. Ну, хотя бы +2 ей сделать надо, потому что разница большая. А уже дальше по желанию.
Ну и я считаю, что ей здесь +2 надо добрать. Ой, ну и наш данкмастер не особо тут разобрался с командой, да, с вот этой вот аурой. И получается у него совсем печальные результаты. Ну и получилось что-то вот так вот, учитывая, что нету Дианты, нету нормального хиллера. У нас здесь Гариус вообще не тянет, 3 минуты всего они живут. Со снаряжением здесь тоже беда, Шахла у нас на разломе на заливке, Таресия вот такая вот, вроде бы неплохо, хотя не 100%, конечно, шанс, но все равно. А Линкас у нас принимает удар, правда делает это не очень хорошо. У Аннелизи снаряжение только вот такое вот имеется, защиты хотя неплохо вроде бы выкрутила, и соответственно Гариус вот такой вот, да, тут тоже есть проблемки. Ну и кот здесь вот с такими талантами. Связь стихий здесь вот такая вот. Тайминги, если кому-то интересно, я вот здесь вот такие поставил. Ну, они стандартные, просто вместо Дианты Шахла. Цикл у них идет нормально вроде бы как, но только урона нету. Ну и, собственно, не живут. Ну и попробовал я поставить Ацилию вместо Гариуса. Все то же самое, только единственное, что снаряжение вместо защиты поставил просвещенность. Ну и стало чуть получше. Хотя не намного, видим 4.30, да? То есть вот так вот Ацилия стоит. Она здесь, ну, талант там последний вроде как ни на что не повлияет. Просвещенности не то чтобы много, тут закалку надо делать. Закалки еще недоступны, совершенствование стихий можно сделать. Как-то вот так вот. Ладно, что смог, то сделал. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.